Поговорим об общественных и работах временного характера для безработных. Общественные работы являются видом общественно полезных оплачиваемых работ в интересах территориальной общины, организуются для дополнительного стимулирования мотивации к труду и материальной поддержки безработных. Выполняются работы на добровольной основе. Это важно. Кроме того, с этой же целью предусмотрена возможность организации работодателями других работ, носящих временный характер. Общественные и другие работы временного характера выполняются исключительно на созданных для этого временных рабочих местах. Для организации таких работ не могут быть использованы постоянные рабочие места и вакансии. Временными считаются работники, принятые на работу на срок до 2 месяцев, а для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место работы, до 4 месяцев, согласно указа президента Украины номер 311. Список временных работ не установлено. Следовательно, временный работник может выполнять любую работу, для выполнения которой его трудоустраивает на срок до 2 месяцев на конкретную работу, предусмотренную для должности временно отсутствующего работника. При этом временный работник принимается на работу на тех же условиях, на которых работал основной работник. Виды общественных работ определяются местными органами власти, местными государственными администрациями, исполнительными комитетами, сельских, поселковых, городских советов по критериям, установленных в статье 31 Закона Украины про занятость населения, а именно носят временный характер, и для их организации не могут быть использованы постоянные рабочие места и вакансии, могут выполняться на основаниях неполного рабочего дня, имеют экономическую, социальную, экологическую пользу для региона, предоставляют возможность временного трудоустройства безработных на работы, не требующие дополнительной или специальной образовательной и квалификационной подготовки. К общественным и других работ временного характера не относятся работы, связанные с риском для жизни, в соответствии с перечнем работ с повышенной опасностью, утвержденной приказом Госнадзор охраны труда Украины от 26 января 2005 года номер 15. Порядок организации общественных и других работ временного характера утвержден постановлением Кабмина от 20 марта 2013 года номер 175, в котором установлено, что к общественным и других видах работ временного характера привлекаются категории лиц: зарегистрированные безработные, лица, состоящие на учете в территориальных органах государственной службы занятости, как ищущие работу, работники, которые потеряли часть заработной платы вследствие вынужденного сокращения до 50%, предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой, то есть сокращением производства продукции. Участие в таких работах указанные лица могут принимать в течение срока, суммарно в пределах года, не превышающего 180 календарных дней. Работники, которые потеряли часть заработной платы, имеют право без прекращения трудовых отношений на участие в общественных работах, в том числе оплачиваемых за счет средств Фонда общеобразовательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в пределах срока остановки, то есть сокращения производства. Выполнение общественных работ и работ временного характера должно осуществляться вышеупомянутыми категориями лиц на добровольных началах, то есть направление лиц на такие работы возможно только с их согласия. Однако не следует забывать, что в соответствии со статьей 46 Закона Украины про занятость населения для безработных, не имеющих профессий, или таких, которые работали на работах, не требующих специальной подготовки и состоят на учете как безработные более 6 месяцев, подходящей работой также считается участие в общественных и других работах временного характера, продолжительность которых превышает 1 месяц. Также и для граждан, желающих возобновить трудовую деятельность после перерыва, длящегося более 12 месяцев. Участие в общественных работах и других работах временного характера продолжаются более 1 месяца при условии, что они соответствуют их образованию, профессии, специальности, профессиональному опыту, в частности, по родственным профессиям, также считается подходящей работой. Правда, указанное не касается граждан, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста осталось 2 и менее лет. При этом двукратный отказ от предложенной подходящей работы, то есть в данном случае от участия в общественных и других работах временного характера, приводит к прекращению регистрации безработного в территориальных органах госслужбы занятости и, соответственно, к потере материальной поддержки на период поиска работы. На лиц, участвующих в общественных и других работах временного характера, распространяются государственные социальные гарантии,
предусмотренные законодательством о труде и занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании. С лицами, принимающими участие в общественных и других работах временного характера, работодатели заключают в письменной форме срочные трудовые договоры, а в их трудовых книжках вносят соответствующие записи согласно инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Период участия зарегистрированных безработных в общественных работах засчитывается в страховой стаж. Оплата труда таких лиц осуществляется за фактически выполненную работу в размере, который не может быть меньше, чем минимальный размер заработной платы и в соответствии с положениями соглашения. По зарегистрированным безработным сохраняется право на выплату пособия по безработице на период участия в общественных и других работах временного характера, продолжительность до 180 дней, в размерах, установленных до заключения ими срочного трудового договора на участие в таких работах. То есть безработный во время участия в общественных и других работах временного характера получает и заработную плату за выполнение работ и пособие по безработице. Общественные работы организуются местными государственными администрациями, исполнительными комитетами, сельских, поселковых, городских советах с участием служб занятости на договорных началах. Местные органы власти ежегодно до 1 января, согласно территориальных программ занятости населения и других соответствующих программ, принимающих решения, то есть распоряжения по организации общественных работ, определяют виды работ работодателей, с участием которых планируется организация таких работ, и информируют их о принятом решении. Местные органы власти доводят территориальным органам госслужбы занятости информацию о принятом решении, распоряжении и объемы средств, необходимых для финансирования организации общественных работ. Финансирование организации общественных работ осуществляется за счет средств местных бюджетов, работодателей и других незапрещенных законодательством источников. Для укомплектования временных рабочих мест работодатели подают территориальным органам государственной службы занятости информацию о потребности в рабочей силе, согласно которой территориальные органы госслужбы занятости осуществляют направление лиц из числа определенных категорий. Зарегистрированный безработный обязан посетить территориальный орган госслужбы занятости в течение 14 рабочих дней после окончания срочного трудового договора. В случае непосещения в установленный срок регистрация безработного прекращается. Согласно статье 34 Закона Украины об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы от 2 марта 2000 года номер 1533/3 и положений договора, территориальный орган госслужбы занятости имеет право осуществлять проверку целевого использования работодателем средств, полученных им на организацию общественных работ, один раз в полгода и в случае досрочного расторжения договора по инициативе работодателя проводить проверку в случае поступления письменного обращения от физического или юридического лица о фактах нарушения работодателем законодательства по организации общественных работ или условий договора в течение 30 рабочих дней со дня получения такой информации. При проверке получать от работодателя необходимые документы и объяснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, возникшим во время проверки. Прекратить финансирование общественных работ за счет средств фонда в случае выявления проверкой фактов нецелевого использования средств или непредставления справки о выполнении общественных работ в установленный срок. За нарушение порядка использования работодателем средств фонда налагается штраф в размере предоставленной фондом суммы, использованной с нарушением. Право применять финансовые санкции и налагать административные штрафы от имени фонда имеет руководитель центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, его заместители, руководители территориальных органов и их заместители. За нарушение порядка использования средств общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, несвоевременное или неполное их возвращение, несвоевременное предоставление или непредставление сведений, представление недостоверных сведений об использовании средств общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, должностных лиц предприятий, использующих наемный труд, несут административную ответственность в соответствии со статьей 1653
Кодекса Украины об административных правонарушениях в размере от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.